Итак, нужно ли удалять грудные импланты и в каких случаях? Сегодня мы поговорим об этом более детально. Частично я уже касался этой темы в видео ответов на вопросы по увеличению груди. Посмотреть его вы сможете по ссылке в описании. Раньше, да, фирмы рекомендовали замену имплантов через 10-15 лет. И я не знаю, с чем это было связано. Сейчас таких рекомендаций мы уже не встречаем. Сейчас на все импланты дается пожизненная гарантия, поэтому если вас все устраивает, вам все нравится, ничего не беспокоит, то планово менять импланты через 10, 15 или 20 лет нет никакого смысла. Да, конечно, можно заменить старый имплант на новый в одной операции. Это делается в случае, когда женщина хочет или увеличить форму, объем железы, или как-то изменить ее форму. С заменой импланта можно сделать одновременно также и подтяжку груди. Если нет никакого патологического процесса, то это делается одновременно. Если же есть какая-то проблема, то ли инфицирование, то ли какое-то заболевание молочной железы, то эти операции разделяются во времени. Сначала удаляется старый имплант, делаются лечебные манипуляции, и потом ставится новый имплант. Если вы все-таки решили убрать имплант и не ставить новый, то нужно понимать, что растянутые ткани все равно обвиснут. И с этим нужно будет что-то сделать. Обычно я рекомендую пациентам подождать 4-6 месяцев, когда ткани примут свое окончательное положение, и потом уже думать, что с этим делать. Возможно, можно сделать будет подтяжку груди, возможно, можно будет корректировать липофилингом. Иногда можно вообще ничего не делать, потому что кожа сокращается, и пациентка говорит, что ее все устраивает. Это больше касается тех пациентов, у которых были небольшие по объему импланты или средние. Я считаю, что не нужно, потому что импланты не влияют на физиологические процессы во время беременности и во время лактации. Э, Вы можете совершенно спокойно кормить ребенка грудью с имплантами, и это никак не отразится на его здоровье. Грудь в любом случае изменит свою форму после беременности и лактации. Есть там имплант или нет там импланта, не имеет значения. Иногда, если стоят импланты и после беременности, бывает так, что требуется коррекция. Но не обязательно менять имплант. Можно сделать подтяжку, используя эти же импланты. Иногда можно поставить импланты большего размера. Еще раз подчеркну, что грудь после беременности и лактации изменится в любом случае, независимо от того, есть там импланты или нет. Серома – это скопление жидкости в полости импланта и вокруг импланта. Это, скажем так, физиологическое явление сразу после операции. Но иногда она возникает и в поздних периодах. Прогнозировать, возникнет серома или не возникнет, до операции невозможно. Если возникла серома и в большом количестве, то можно сделать пункцию, можно пролечить это. Главное вовремя, чтобы вы обратились к своему лечащему хирургу. При сероме не обязательно удалять имплант, это делается только в крайних случаях, и это осложнение можно вылечить. Любой имплант, из каких бы современных материалов он не был изготовлен, является инородным телом для нашего организма. Это могут быть зубные импланты, импланты суставов, сердечные импланты, протезы кровеносных сосудов. В общем, в любой области, где есть инородное тело, организм стремится это инородное тело ограничить. Молочные железы не исключение. Так вот, вокруг импланта образуется тонкая фиброзная оболочка, капсула, которая и, собственно, удерживает имплант в том положении, в котором его поставили. При нормальном течении процесса эта оболочка очень тоненькая и практически незаметная. Но если случается воспаление, травмы, гематомы, эта оболочка утолщается и начинает сжимать имплант. И тогда форма молочной железы меняется.
Существует 4 степени капсулярной контрактуры молочной железы. Первая, вторая степень, как правило, пациенты не замечают. Третья и четвертая степень уже требуют коррекции, потому что видна эстетическая деформация. Считается, что при этом виде деформации нужно убирать имплант вместе с капсулой и менять его на новый, таким образом снижая риск рецидива контрактуры. Хочу подчеркнуть, что капсулярная контрактура не является угрозой ни для здоровья, ни для жизни пациента, потому что это просто фиброзная ткань, которая сжимает имплант. Да, она ухудшает форму молочной железы, но никоим образом не вредит вашему здоровью. И поэтому срочности в этой операции никакой нет. В таких случаях я своим пациентам советую не паниковать и сделать максимальную диагностику. Повторное УЗИ, возможно, у другого специалиста, чтобы послушать еще мнение какое-то. МРТ молочных желез. Ну, и если все-таки вопрос о разрыве импланта не снимается, то тогда нужно делать операцию и менять имплант. Но в моей практике были такие случаи, когда мы шли на операцию, удаляли, вытаскивали имплант, но он был абсолютно целый. Это говорит о том, что все диагностические способы не могут на 100% установить наличие разрыва импланта. Хочу сказать, что нарушение целостности оболочки не несет в себе угрозы для здоровья и жизни пациента, потому что имплант заполнен таким же силиконом внутри, как и снаружи. Просто он находится в разных физических формах. Да, если имплант разорван, мы это знаем, нужно имплант поменять, но никакой срочности в этой операции нет. Импланты не препятствуют диагностике заболеваний молочной железы. Как женщинам с имплантами, так и женщинам без имплантов рекомендуется в возрасте после 30 лет ежегодно делать УЗИ-контроль молочных желез. Этого достаточно. Если на УЗИ что-то заподозрили, то тогда делается следующий вид диагностики более точный. Это МРТ молочных желез, маммография. Если у вас возникли еще какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. И не забудьте подписаться на мой канал и оценить это видео лайком. Мне это важно.